Попробую купить водички сейчас здесь. Не знаю, сколько стоит. Сейчас глянем. На набережной всегда это дороже. Agua tiene? Sí, ¿Cuánto está? 200. Bueno, dame uno. 200 песо. Ой, какие гонки. На дырчиках. Уборщики парка. Так, клуб, в котором мы когда-то рыбачили, я вышел на набережную, купил холодной воды. Холодная вода стоит 200 песо. Ну, что вы хотите, кто вам сюда привезет, кроме этих киосков. Тут можно купить всякие сэндвичи и все такое. Велика мы брать не будем, там аэропорт, потопаем. Сейчас только водички попьем и дальше рыбаков поищем. Есть у нас такой аргентинский, типа как бы, ну не знаю откуда он взялся. В общем, Гаучо Хиль. Часто можно встретить на дорогах, он же чуть ли не такой святой путешественник, что ли. Смотрите. Здесь тоже он стоит, видите. Он туда ему денежку бросает, кто хочет через щелку. Вино, ну чисто все по-аргентински, смотрите. Видите какой. Можно при дорогах часто встретить такие места, где написано Гаучо Хиль, там цветочки, то все. Не очень знаю, кто он такой, этот Гаучо Хиль, скажу честно. Сейчас начнут. Вот живет, не знает истории. Нытики, блин. Так. Вот вторая, как говорят, это для Гаучо Хиль. Тоже дырочка, куда бросать. Такие вот можно покушать, посидеть на набережной. Не знаю, клюет сегодня, не клюет. В прошлый раз я вон в том клубе рыбачил, вот в этом. Теперь прогулка по набережной. Так, цены вам покушать. Все нарисовано и написано. Читайте, останавливайте на паузу и смотрите. Так, воду выпил, на следующем пункте куплю еще одну. Сейчас покажу, как у нас пользуются мусорными бачками. А то мало ли, кто-то приедет и скажет, что, как открывать. Смотрите, вот мусорный бачок. Если вам что-то надо выкинуть, не обязательно хватать за крышку грязными руками. Внизу есть педаль. Вот на эту педаль нажимаете, крышка открывается, туда все бросаете, отпускаете и уходите. То есть не трогайте мусорные бачки. Берегите свое здоровье. Поняли, да? Ну хорошо. Лайк за то, что я вам показал, как мусорками пользоваться. Пойдем дальше. Так, что за братва идет? На рыбаков не очень смахивает. Мотиков тоже нету. В общем, братва, одним словом. Да шучу я. А то все обижаются, я там плакат показал, где две девушки с ребенком. Просто сказал свое мнение, не к тому, что там нравится мне, не нравится. Просто прокомментировал плакат. Говорю, вот смотрите. Раньше было так, теперь так. Как наваяли, как сразу эти повскакивали все. Права человека, права того. Да я же не против ваших прав. Я просто показал плакат. И просто сказал, какими были плакаты раньше, какими они стали сейчас. Без осуждения или чего-то другого. Но все равно любит народ посраться. Так, смотрите, как у нас набережную переделали. Мы уже вышли со стрёмных районов. Обойду аэропорт и пойду туда, в ту сторону. Все равно надо обойти аэропорт, иначе никак. Вот, смотрите, туристы. Хотите кататься на таком туристическом, пожалуйста, берите билетики, катайтесь. Будете снимать Буэнос-Айрес. Вот это не так давно сделали вот эту набережную. Расширили, сделали вот все так красивенько. Колумба сюда приперли, вон там поставили. Мне сейчас до него надо найти, посмотреть рыбачков. Вот, сейчас еще, хоть и жара началась уже 35, но все равно, говорят, еще не очень клюет. Опять же, с одной стороны, вроде как все сделали хорошо, а с другой стороны, попробуй, блин, отсюда закинуть туда, а потом вот по этой всей штуке сюда что-то подтянуть. То есть, как бы совсем не для рыбаков сделали. Так что, наш мэр города вроде как не любит рыбачить, наверное, совсем. Так.
Так, но зато можно прогуляться, и велики любят. Вот шо, но велики, это ж как же без великов и велосипедных дорожек. Отдохнуть. Столик, стульчик, велосипедики поставить. Снова водичка. Работает в Буэнос-Айресе водичка? Не работает в Буэнос-Айресе водичка. Так, ладно. Ну, столик есть, стульчик есть. Вон, скамеечки посидеть. Водичка, конечно, могла бы тоже работать. А здесь, ради прикола, вот, идешь по Буэнос-Айресу и хочешь водички попить. Или, может, я кнопочку там не увидел. Ну-ка, здесь. Так, главное, чтобы она на меня не сверкнула. Кнопка. Водичка. Попить можно. Ребята, мы спасены. А, точно, я не с той стороны тыкал. Кнопка, видно, с другой стороны. Так что водичка в Буэнос-Айресе есть. Надо было просто кнопку найти. Так что с жары не помрете, даже бесплатно. Прикидывайте. Еще нам на этой набережной поделали такие островки, где можно посидеть, побалдеть и даже порыбачить. Видите? Ну, предпочитает рыбачить там. Здесь отдохнуть. Фух. Вот. Кто новенький и не знает, что это такое, это аэропорт Хорхе Ньюбери. В Буэнос-Айресе есть аэропорт. Не тот, куда прилетают из других стран, то есть сюда тоже из других стран, только с ближнего зарубежья, типа Уругвай, Бразилия, сюда может прилететь. Остальные дальние зарубежья прилетают в другой аэропорт, который Эсейза, который за городом, час езды. А это внутренние рейсы, которые, как говорят, внутренние рейсы и ближние зарубежья. А вот и наш Колумб, который, как говорят, открыл Америку. Но что-то его наша вице-президентша не любит и все время пытается его выслать от центра города. Вот уже выслали на окраину. Hola. ¿Qué onda, León? ¿Hay pique o no hay ¿Qué pique? onda, León? Recién llegó. Recién llegaste. ¿Cómo anda, León? Bien, caminando y pensaba filmar algún pescado por Costanera. No, recién llegué. Recién. Calor. Allá frente al abanico está cerrado todo y no se puede pescar más. Y ahora. Этот Колумб раньше стоял около правительственного дворца. Потом туда приперли эту Жанну Дарк. И, по-моему, они сказали, что она типа освобождала, а Колумб захватывал. Колумба хотели вообще вынести в Мар-дель-Плату. И этого Колумба, по-моему, какая-то страна подарила. То ли испанцы, то ли итальянцы, наверное, Испания подарила. И наше правительство городское решило не отдавать Колумба аж в Мар-дель-Плату. И решил его сюда притаскать. Хотя бы, чтобы он тут стоял и смотрел на речку. Так, уже немножко маленький участок чего-то нового открыли. Вот этот участок открылся недавно. Тут еще его не было. Значит, вот, ага. Стоянка для машин подземная сделали. Хорошо. И еще доделывается. Видите, тут ремонт еще идет. Но уже сделали, смотрю, бесплатную стоянку напротив аэропорта. То есть не бесплатную. Нифига не бесплатную. Это ошибочка была. Ребята, бесплатно у нас мало чего есть. Но есть еще. Хотя бы медицина, образование еще бесплатно есть. Вот воду на Костанере нашел, на набережной. Костанера это набережная. Бесплатную. Стоянка наверняка платная. Но так как это аэропорт, всегда тут была проблема с тем, где поставить машину. Здесь вообще, как по планам правительства городское, были миллиардные планы вложений сделать. Тут сказали, что вообще будет самая крутая типа набережная в Южной Америке. Насколько она будет, так посмотрим, когда закончится. Вон мосты еще строят. Там еще такие же мосты строят. Вот. Автобус. И мне хоть какой-то подходит? Да в принципе никакой. Да ладно, еще пройдусь чуток. Это все идет в Сьюдад-Университалия. Какие сюда автобусы ходят в аэропорт? Смотрите, 33, 45, 37, 160. Вот. Вот это, где мы сейчас идем по тротуару, это все отсыпали, забрали у реки. Раньше выходишь с аэропорта, переходишь дорогу, и была набережная, где мы ловили рыбу. Удочки забрасывали. Теперь смотрите, аж где вода. То есть это все отсыпали
и подсыпали. Так что мы идем, в принципе, по дну реки. За этим забором видно, вон еще один такой будет мостик, и вон еще один мостик. Но все равно не очень наш мэр города любит рыбалку. Потому что рыболовный клуб, не вот этот, который мы сейчас проходили, а еще один есть. В центре города уже землю отбирают, тоже будут что-то строить. Вот. Потом только что мне рассказали рыбаки, которых я встретил около Колумба, что у нас есть одно место такое, тоже такой мост, как бы для рыбалки, который дальше впереди у меня будет. Албаника называется. Сказал, что тоже закрыли, что они уже там подписи собирают, чтобы отобрать. Да, не та уже набережная. Не та. То есть для походить очень таки нормальная. Ну, для порыбачить, смотрите. Плюс сегодня вода еще упавшая. Это тут, который делает, только уже с другой стороны, вон там той Колумб торчит. Это мы идем. Мне надо обойти как-то этот аэропорт, всю эту взлетную полосу, потому что, чтобы перейти на другую сторону, мне надо его обойти. Как бы воды не было, вон цапли белые ходят. Вон черные цапли сидят. И кусты уже какие выросли. Народ, кое-что хочу рассказать по поводу тех, кто любит яхты. Проблема Буэнос-Айреса и яхт. Смотрите, если вы хотите в Буэнос-Айресе иметь какую-то яхту, вам надо искать порт где-то за Буэнос-Айресом. Потому что чуть ли не Пуэрто-Норте называется, порт Буэнос-Айресский. Вон он впереди сейчас будет, где когда-то и у моего сына была яхта, и все, я там каяк держал и выплывал. Проблема этого порта в том, что здесь 80-70% времени здесь нет воды, здесь нет уровня воды. И вот проблема в том, что когда уровень падает вот такой, вы за порт платите, но ни черта вы не понаслаждаетесь здесь. А такое вот, как сейчас состояние, очень часто в Буэнос-Айресе. И все эти яхты прямо в порту, врытые килями в дно стоят, почти перевернутые, в грязюку, вы в это влезли. Вон, где написано Паолини, вот плакат желтый. Вот то сзади, вон там торчат мачты. Это порт для яхт. Во-первых, дорогущий, а во-вторых, видите, много яхт вы видите сейчас на горизонте. Да он одна. И то, наверное, где-нибудь с Оливоса выпала или там с этого самого, с Тигров. А здесь ни одной, потому что ни одна из этих портов не выйдет, которые в Буэнос-Айресе. Вон, сколько воды. А так часто бывает, когда выходит, а потом не заходит нифига, жду снова, пока вода поднимется. И это просто какая-то беда вот этих портов в Буэнос-Айресе. Так что ищите порты, которые не в Буэнос-Айресе, а которые там Сан-Фернандо, Тигры, там, где вы 100% знаете, что какие-то реки такие протекают, которые ну так не падают, чтобы выйти хотя бы потом подальше на середину и уплыть. Здесь остался кусочек старой набережной, как она была раньше. Такие вот стульчики для рыбаков. Видите, там с таким креплением. Ну вот еще. Были такие стульчики тут стояли. С креплением для удочек. Вот. Садишься. Вон тебе два крепления для удочек, куда вставлять. И тут рядом вода. Видите? Вот так. Это у нас Пуэрто-Норте. То есть это самый порт для яхт. И вот тут еще остались старые деревья, потому что это старая набережная. И тенек, ну и, соответственно, продажа все подряд. Всевозможных кока-кол там. Вот. Сэндвичи. Люди кушают. Колбаски. Это какой-то бомжи живут, честное слово. Вот это 100%. Смотрите, хата для бомжей. Там они где-то залазят, вон его велик, вон тут уже наскидывал всего. Ну, оккупировался, как бобры, которые постягивают все подряд. Уже оккупировали, зарылись, и там где-то уже проживает какой-нибудь. Снова купил воду. Уже 300. То есть там 200, тут 300. Но хочется пить.
Смотрите, понаслаждайтесь портом для яхт в Буэнос-Айресе, тот, что я рассказывал. Вон торчат мачты яхт за плакатом, а вот уровень воды. А теперь представьте, как такой же уровень воды вон там за стенкой. Где яхты торчат? Вот в этой фигне яхты торчат. Вот это, про что я рассказываю. Вот здесь летают и садятся самолеты. И вот прямо огоньки, которые им светят. И вот взлетная полоса. Вот сейчас на перекрестке будем переходить, вы увидите людей в форме, которые денежку просят. Это не бомжи, это бомберос волюнтариос. Мы им даем, кстати, за светлое все время. Когда мы проезжаем на машине, они подходят. Это пожарники. У нас бомберос это пожарник. Волюнтариос это добровольные пожарники. У нас есть добровольные пожарники в основном все. Соответственно, им зарплату не платят. У них есть всякие льготы там. Ну, там, по поводу пенсии, выслуги, все такое, но без зарплаты. Не знаю, что за прикол, почему им без зарплаты, но им приходится ходить, посылать своих товарищей, попрошайничать вон между машинами. Вот, потому что, ну, надо, чтобы кто-то тушил пожары. Я же говорю, не пойму, почему им не платят зарплату, но факт есть факт. Сейчас пойдем. Вот два, еще где-то один был. Так, сейчас мы перейдем на ту сторону. Вот, помахали ручками. О, самолет садится. Этот с оленем полетел, с пингвином уже был. Мы поговорили с ними, они поспрашивали, как там дела с войной. Ну, в общем, недовольны они войной. Я им снова помог, как всегда. Они мне дали свою эту самую карточку, типа, куда звонить, если у вас пожар. Вот они так вот, типа, приходится людям так себе на жизнь зарабатывать. Ну, такое у нас тоже есть. Вот. Они уже подписались на мой канал. Так что тут ходишь и делаешь дела, скажем так. Пообсуждали немножко тему войны. Они сказали, что вообще политику, в общем, надо это немного, ну, одним словом, надо, чтобы политики были попроще немножко. Ну, не буду передавать все, что они сказали, потому что это, как говорят, тайна следствия, тайна частных бесед. Оба! Следующий. Ладно, мне интересно, тут еще есть одна набережная, и говорят, что ее тоже пытается правительство закрыть. Хочу посмотреть еще эту набережную, и в конечном итоге буду переходить с цивилизации. То есть буду переходить через мостик в сторону уже парков, авенид, улочек. То есть закончу с хождением по набережным. Кто еще не был в Тьерра-Санта, это имеется в виду Святая Земля, музей такой тематический про Иисуса. Вот там приходите, там куча всяких анимашек есть, то есть там всяких этих статуй, все рассказывают, экскурсии крутые. Ну, довольно интересно, я там был пару раз. Но кто не был, вполне даже можете прийти посмотреть, я думаю, вам понравится.
Называется Тьерра Санта. Святая земля еще переводится. Вот, сейчас мы выйдем вот здесь и покажу. Вон. Вот такая вот. Ну, а кто не хочет сюда идти, но хочет узнать, что там, ищите в моих самых старых видео. Там одно или два видео есть этой Тьерры Санта. Вот оно. Смотрите, попугаи вместе с голубями кормятся. Здесь их постоянно кормят, они уже знают это место. Рыба здесь не клюет, спросил. Но бомжики осваиваются. Тут стройка, рабочие. Потому тут много рабочих кушает, там сносят рестораны, тоже что-то делают. В общем, переделывают все. Скоро даже этому человеку, наверное, придется куда-то выметаться. Поставил себе палаточку. Живет чувак. Еще и удочка есть, рыбу ловит. ¿Se pica algo o no? Hola. Hola, ¿Se pica algo o no? yo te conozco, pero vos a mí no, pero yo sí te conozco. Leo, yo te miro todos los videos tuyos. Ahora para mañana vas a ver tú. Hola, Gustavo, Nos sacamos Omar. con el bagre amarillo, si le sacamos. Ahí está el bagrecito amarillo colgado. Поболтал со всеми рыбаками. В общем, рыбалка сегодня никакая. Червячков нигде нету. По одной простой причине, что жара большая. Мы уже шутим, говорим, за доллары их будут продавать, у кого есть. Вот это такие, которые видите, вот эти домики, то водозаборники воды в город, в городскую сеть. Ну, то есть как фирму, которая занимается этим. Там есть фильтр, все, воду забирают отсюда и потом еще раз очищают по всех. Это старые, она не работает. А вот новые два белых. Вот те работают. Туда привозят фильтры, меняют. И, ну, грубые фильтры, понятно. Потом она происходит там уже Лагос Аргентина, то есть фирма, которая водой занимается, очисткой всяких бассейнов, химикатами, тем всем подается в водопровод. Так что вот воду мы, в принципе, пьем с этой реки. Скажу так, что, в принципе, еще после того, как бы я не слышал, чтобы кто-то от этой воды там отравился, или что-то такого стиля, или чтобы она была плохая, то есть переделаете, все нормальная тут вода. Еще если вдруг вы используете фильтр, там, допустим, угольный, знаете, есть такой на кране цепляется, вот мы используем, и раз в сколько-то месяцев там, или раз в году меняете фильтр угольный, то вообще нормально. Так, не передавали дождя, но что-то такое крутит-мутит, что, наверное, может и быть. Вот тут один в таком вот этом вагончике без на кирпичах живет чудак, который тут и живет, он уже много лет здесь живет и продает всякие наживку тут и для рыбаков. Ну типа бомжика, только он здесь живет на постоянке. Прикольно получается. Так, мы подходим к такому месту, которое вот, видите, вход не с этой стороны, там дальше. Это Парке де ла Мемория, парк памяти. Я когда-то видео снимал. Это после военной хунты, после правления военной хунты создали такой парк памяти, в основном по погибшим во время военной хунты. Про парк этот, по-моему, видео тоже есть на канале, старенький. Но кто захочет, посмотрит. А кто здесь, может прийти походить. Это бесплатный парк. Здесь сутками не приходите, рыбачить здесь нельзя. Зайти все осмотреть, все монументы, все, так сказать, исторические таблички и все подряд, конечно, можно. Парк здоровый, находится около университета. Вот около ресторанов, которые тут куча ресторанов. Тут в Париже мангалы. Вон кто-то из таких крутеньких приехал, видите, шофер его бродит вокруг машины, а он там, наверное, кушает, обедает, как всегда. Так, значит, это парк памяти, а впереди у нас университет бесплатный, УБА. Вот, это государственный университет. И там много очень корпусов, такой студенческий городок. Чтобы вы знали,
у нас нету там всяких таких типа общежития, там вот общаги и все. Есть, которые сдают студентам квартиры, небольшие комнаты. Почему студентам? Потому что они там много коек ставят, и студенты у них снимают такие целые есть, как бы квартиры сдачи. И там дешевле им выходит, и их там много молодежи населят. Вот такие есть квартиросдатчики. Но прямо таких общаг коммунистических нету, куда там вам поселили, комендант выдал комнату на троих, и вы там живете за счет института. Такого нет. А институт бесплатный есть. Вот вход в парк памяти. Или по-нашему еще это парки де ла мемория. Еще раз повторюсь, бесплатно. Отцвела липа и заканчивает цвести акация у нас. У нас я не видел лично белой акации, у нас вся акация вот эта желтая. Вот смотрите, валяется желтая акация. Это и есть она. Сейчас, когда ветер, дождь оббивает, потому столько желтизны внизу. Смотрите, сколько желтеньких цветков сбитых с акации. Вот это в один вход, там еще второй вход и третий. Ну, вход, въезд. И это все корпуса здоровенные, это все корпуса студенческого городка Уба. Кто хочет учиться и за бесплатно, но в то же время надо учиться, то вам сюда. Кто хочет получить диплом, но учиться в принципе не очень хочет, тому платный. Там за бабки вам будут выдавать дипломы, а здесь бесплатно, потому здесь кто плохо учится, выгоняет сразу, никто тут никого не держит. Так что тут вот такое вот различие. Но зато, по-моему, Уба находится то ли в пятерке лучших университетов американских, то ли еще где-то там. Ну, в общем, он очень престижный университет. С этой стороны от Уба еще находится парк с бассейнами. Вот. Можете прийти сюда летом и прямо конкретно покупаться. Парк платный, частный, но есть куча бассейнов. Приходите и купаетесь. Вот. Он между Уба находится и Тьерра-Санта. В университет ходят в середину автобусы. Тут есть несколько линий автобусов, которые заходят прямо сюда. Тут остановки, так что студенты могут приехать автобусами рейсовыми и могут уехать рейсовыми автобусами. Тут линии 4 где-то приблизительно есть. Вон стоят 34-й, еще какой-то, вот 107-й. Кстати, на 107-м я сейчас домой поеду. Тут кондиционер есть. Надоело идти уже. Аж с центра почти до Ривера дошел.